Жасмин, ну теперь я спокойна, что ты доехала и уже дома. Только вот скучно без тебя. Я тоже уже скучаю, но я же говорила, что мы будем на связи частенько. Ой, ты знаешь, я же чуть не опоздала на поезд, когда мы ехали с таксистом. В центре образовалась такая пробка. В нашем-то маленьком городке пробка? Представь себе, я и сама была удивлена. Можно сказать, я бегом влетела в свой вагон, и через несколько секунд поезд уже тронулся, представляешь? Вот это да. А я вот была бы даже рада, если бы ты опоздала. Так бы осталась бы еще на какое-то время. Ты как только уехала, к Хлое приехала мама и младшая сестренка. Я их ожидаю в гости, Хлоя обещала вот-вот прийти. А я чуть позже позвоню Хлое по видеосвязи, и она меня познакомит со своей сестренкой. Ладно, дорогая, мне надо наводить порядок в своей комнате, обустраиваться, да и с родителями пообщаться. А то я сразу же решила позвонить тебе, и чемодан еще не распаковала. Да, конечно. Передавай привет родителям. И не забывай нас. Конечно же. Все, целую, обнимаю. Ну что, приятель, наслаждаемся последними деньками свободы. А я по-прежнему даже и думать не хочу, что надо ехать. Да, я тоже, если честно, но вариантов нет. А ты уже сказал об этом Мэйси? Еще нет. Да, ей, возможно, пофиг, а вот мне нет. Что, боишься, что за время твоего отсутствия твое счастье убежит? Ха, шутник. Я бы на тебя посмотрел, был бы ты на моем месте. Я вот все хочу поговорить с Хлоей, но никак не найду подходящий момент. Сейчас вот ей не до меня, у нее там своих забот хватает. Так, а с Хлоей о чем ты хочешь поговорить? Я хочу также и Хлою убедить, что я серьезен по отношению к Мэйси, ведь они подруги. А Хлоя убеждает Мэйси в обратном. А для чего теперь убеждать? Ты же встречаешься уже с Мэйси, и ей же все объяснил? Это так, но я вижу, что Мэйси сомневается пока еще. Да и наши встречи носят чисто дружеский характер. А я вот думаю, что она к тебе неравнодушна. Зачем бы ей подобные дружеские встречи? Друзей-то у нее хватает и без тебя. Ты думаешь? Вполне возможно. Кстати, а тебе Кэм говорил, из-за чего они поссорились с Хлоей? А они что, в ссоре? Я вообще об этом не знал. Пещерный ты человек, Дилан. Не интересуешься делами друзей. Они уже где-то неделю не общаются. Да сам ты пещерный. Я ничего такого не замечал, и Кэмерон ничего не говорил. Я же не хожу за ними следом и не лезу в их личные отношения. Так а почему они поссорились? Я же тебе уже говорил, что Хлоя защищает своих подруг и думает, что я обманом втираюсь в их доверие. Да я это помню, но я не пойму, а при чем здесь ты и то, что Хлоя с Кэмероном в ссоре? Ну так из-за меня же, я так предполагаю. Кэм мне толком ничего не говорит, но я же не тупой, чтобы не догадаться. Хотя он и не отрицает, что я являюсь некой причиной. Я вот знаешь, что думаю? Может быть, мы что-нибудь придумаем, чтобы примирить эту парочку? Согласен. Давай их свяжем и оставим в тесной комнате. Все шансы на примирение. Дилан, я без шуток. Что можно придумать? Мы на днях уже уезжаем, и надо как-то уладить этот недочет. Да, вот это ты задачку подкинул.
А ты почему дома сидишь? На улице такая замечательная погода. Мне не хочется никуда. Может быть, ты все же поговоришь со мной? Фиби, тебе что, общаться не с кем? Почему ты воспринимаешь меня в штыки? Если я тебя чем-то обидела, то я хочу знать об этом. Дорогая, не забывай, я твоя сестра. Я помню об этом. Ладно, похоже, из тебя мне не вытянуть ни слова. А хочешь пойти со мной и с Хлоей, посмотришь помещение, которое мы нашли для нашего салона? Мы сегодня встречаемся с дизайнером, обсудим ремонт. И что я там не видела? Мне это не интересно. Фиби, оставь меня, пожалуйста, в покое. Я хочу побыть одна. И да, у меня все отлично, не беспокойся. Ну вот, наконец-то мы с тобой познакомились. Мне Хлоя тоже обещала, что познакомится с своими подружками. Вот я свое обещание и выполнила. Так что, побудешь пока у Мэйси в гостях? Побуду. Хлой, не волнуйся, мы найдем с Вики общий язык. А ты можешь пока идти по своим делам. Спасибо, Мэйси. Я ненадолго. Мама вчера вечером уже уехала, а мы с Фиби сегодня должны договориться по ремонту в нашем салоне. Я предложила Вике пойти со мной. Она вот предпочла остаться у тебя. Ну и правильно. Что ей там делать в том пустом помещении? А здесь мы погуляем, поболтаем. Ты согласна? Ура, согласна. Ну что же, девочки, тогда я вас оставлю. Я побежала. А знаешь, я не единственная подружка Хлои. У нас есть еще одна. Но она недавно уехала, но обещала позвонить вам по видеосвязи. Так что познакомишься и с ней тоже. А как ее зовут? Жасмин. А, я вас видела на фото. Нам Хлоя иногда отправляет в сообщениях. Скажи, а у тебя есть собачка или кошечка? К сожалению, пока нет. Мы только недавно закончили учебу. И заводить животных в доме не было возможности. Но я над этим думаю. А вот у меня никогда не будет ни собачки, ни кошечки. Это почему же? Потому что мама работает, и папа тоже. А я часто нахожусь у бабушки и дедушки. Ну тогда все понятно. Понимаешь, за собачкой и кошечкой нужно присматривать, ухаживать, гулять с ними. Они будут скучать, если дома никого нет. Но я уверена, что у твоих бабушки и дедушки животные-то есть. У них есть, но это же их. А я хочу своих. Обязательно будут, я в этом уверена. Вики, давай пойдем погуляем. Мне совсем не хочется сидеть дома. Пойдем. Что-то давненько ты не заходила. Я уж подумала, что ты куда-то уехала, даже не звонила. Ты почти угадала. Мне Фиби предлагала поехать на лето к родителям, но я пока не хочу. Не было желания ходить по гостям, а сегодня что-то надоело дома сидеть. Понятно. Я вот о чем подумала. Как бы мне поговорить с Джейд? Ты хочешь узнать у нее что-либо о Коби? Мне кажется, Джейд может что-нибудь знать. Почему ты в этом уверена? Кроме того, что они вместе учились, они что, близкие друзья? Я помню, ты еще говорила про какую-то Хлою, что она тоже знакома с Коби. Хлоя! Точно! Мариана, ты гений! И как я сама не додумалась! Насколько мне известно, у Коби есть друг, с которым встречается Хлоя. И, возможно, она может сказать мне больше, чем Джейд. И как ты поступишь? Спросишь у нее напрямую? Надо найти какой-нибудь подход. Мы-то с Хлоей вовсе не подруги, но с Фиби они открывают общее дело, а это уже легче.
Эх, я зря сегодня не пошла с Фиби посмотреть салон. Она-то мне предлагала. Умная мысля приходит опосля. У тебя уже есть план? Придется оперативно его придумать. Я все же сделаю вид, что мне интересны дела салона, и надо как-то подружиться с Хлоей. А если это окажется бесполезным? Ты имеешь в виду, что Хлоя мне ничего не скажет? Я почему-то уверена, что от нее я что-нибудь узнаю. Ведь 100 пудов они пересекаются или, возможно, общаются с Коби. В таком случае устраивайся к ним на работу в салон. Ха, как смешно. Найдем иной способ. Коби, где тебя с Диланом весь день носит? Звоню вам, а телефоны недоступны. Ходили в поход, гуляли. Ты же знаешь, там связь плохо ловит. А что ты хотел? Уже ничего, все уже порешал сам. А где Дилан? Ты его что, в лесу оставил? Нет, он в общагу пошел. Сказал, что уже находился за сегодня. Слушай, Кэм, ты знаешь, где Хлоя? Почему я должен об этом знать? Да ладно тебе, еще скажи, что тебе пофиг. Я звоню ей что-то, а она не отвечает. Может быть, тоже в лес пошла в поход, а там связь недоступная. Кэм, и тебя это никак не волнует? Я хотел поговорить, но не могу никак с нею связаться. Я уверен, что она чем-то занята. Кстати, я же вспомнил, к ней же родственники приехали. Возможно, в этом вся и причина. Ей не до тебя, да так же, как и не до меня. Слушай, я бы на твоем месте побеспокоился. А если что-нибудь случилось, позвони ей. Ты серьезно не дозвонился? Серьезно? Ладно, ты пока думай, а я все же схожу к ней домой. Может быть, что-то узнаю. Значит, ты говоришь, что тебе понравилось в гостях у Мэйси? Мы пошли гулять, потом зашли в один магазинчик, и Мэйси купила мне мороженое. Понятно. Значит, вам было не скучно? Ты точно не голодная? Я приготовила вкусный ужин. Нет, я покушала. Хлоя, а можно и завтра пойти к Мэйси? Я даже не знаю. Может быть, у Мэйси есть свои какие-нибудь дела. А мы ей завтра позвоним и узнаем. А мне вот интересно, кто это позвонил к нам в дверь? Я никого не ждала. Не знаю. Я пойду к себе в комнату. У моих кукол тоже по расписанию ужин. Коби, признаюсь, я как-то не ожидала. Да, я понимаю, уже неподходящее время для визитов. Хлой, но я хотел поговорить, для меня это очень важно. Ты меня пугаешь. Что-то случилось? Нет, не беспокойся. Я хотел поговорить с тобой о Мэйси и обо мне. Я не совсем понимаю. Хлой, я знаю, что ты считаешь меня несерьезным. И да, я в этом с тобой соглашусь. Мне самому бывает неловко, когда осознанно смотришь потом на те или иные поступки. Коби, постой. Я не понимаю, к чему ты мне все это говоришь? Я это все к тому, что знаю твое отношение ко мне. Ты, возможно, не поверишь, но я изменился. Изменился после того, как познакомился с Мэйси.
Хочу сказать тебе, что мы уже почти встречаемся, и мое отношение к ней искреннее. Тогда я поняла, к чему ты мне все это говоришь. Да, Мэйси моя близкая подруга, и это естественно, что мы делились советами. Я не отрицаю, что тебе я не совсем доверяла. Но и сейчас, как же так? Ты же встречаешься с сестрой Фиби. Вот поэтому я и хотел внести ясность. Хлой, я не встречался с Рокси. То, что ты думала, это не было серьезно. Мы просто общались. Просто общались? Но я говорила с Фиби, и она сказала, что... Что она сказала? Ладно, неважно. Хлоя, что-то еще, чего не знаю я? Поверь мне, я даже поговорил об этом с Рокси. Коби, хорошо. Если я была не права, извини. Но ты меня должен понять, что я не могла умалчивать перед подругой. Нет, я не в обиде на тебя. На то мы и друзья, чтобы поддерживать друг друга. Вот поэтому я и должен был с тобой поговорить, чтобы больше не было недопониманий. Кстати, тебе Кэм звонил? Нет. А что, должен был? Ну, мало ли. Ладно, извини, что отнял у тебя время. Уже вечер. Я пойду. Не провожай. Где выход, знаю.